Да, наконец-то это происходит. Блин, мы очень долго ждали этого момента. Это место, где реально хочется остаться. Очень жаль, что они не знают, что их ждет дальше. Там творился полнейший ужас. Это пепел. Дальше нашей задачей было найти квартиру на ближайший месяц. Что же из себя представляет кондо в Таиланде? Готовимся к худшему, надеемся на лучшее. Сильно дороже, чем то, на что мы рассчитывали. Ценник за студию в 30 тысяч бат. 40 тысяч бат, 50 тысяч бат, если на 1-3 месяца. Возможно, мы вас не кинем. Заказ такси может занимать до неопределенного количества времени. Стоимость штрафа 2000 бат. Молюсь просто, чтобы там все было нормально. 2 недели мы предвкушали, когда этот день настанет, 21 число, и вот он сегодня, и мы переезжаем в новую квартиру. Pay first and then stay, right? Она не помнит, что мы оплатили полностью всю сумму. Они очень плохо умерли. Хрена там были. Здесь рябит свет. А сейчас мы вам покажем кусочек, как мы искали жилье здесь еще в первый день, когда мы были на Пхукете. Блин, круто! Все началось с того, что мы прилетели на Пхукет. Происходит интересная ситуация. Почти все ряды заняты. Мы сидим на разных, и тут свободно, и у Ани там свободно. Но я думаю, мы недолго радовались. Кажется, нам повезло. Здесь будет сидеть камера. Чисто видно камеры. Да. Он прекрасно. Последствия вчерашнего пляжа. Если честно, мы вообще не знали, что ждать от этого острова, но по информации, которую мы находили в интернете, было ясно одно. Он сильно дороже, чем то, на что мы рассчитывали. Но нам также было важно, чтобы место, в котором мы живем, нам подходило, чтобы нам здесь было комфортно, поэтому решили попробовать. Идем искать еду. Пойдем по лестнице. Спортсменка, комсомолка. А конец она просто красавица. Мы только что нашли роти, так как сейчас закончилась длинная неделя маслениц в России. Мы за это время ни разу не попробовали роти тут. Потому что они стоили по 50 бат. А вот тут они за 25. Дорогой Пхукет. Этот переезд не был запланирован, но в Паттайе, из которого мы просто сбежали, нам не понравилось. И когда-нибудь на канале выйдет об этом ролик, и вы поймете, надеюсь, почему. Вот. А на севере Таиланда, в городе Чиангмай, начался сильнейший смог. Об этом были все новости. И там творился полнейший ужас. Что это? Это пепел. И пока мы здесь гуляли на природе, у нас довольно сильно разболелась голова, что означает, что воздух точно плохой и очень сильно влияет на состояние здоровья. Сегодня наш первый день на Пхукете. Задача номер 1 – найти байк. Пока мы идем в его поисках, мы дошли до центра Пхукета. И это что-то невероятно красивое, потрясающее. И я не знаю, это место, где реально хочется остаться. Мне нравится. Мне тоже. Байк мы нашли довольно быстро и, на удивление, недорого. Мой вам совет – не стесняйтесь, спрашивайте у местных, где лучше места. Байк взяли. Теперь надо переселиться в другой отель. Надеюсь, это наш крайний отель. Очень жаль, что они не знают, что их ждет дальше. Но отель по итогу был крайний. Крайний же был. Ну да.
Дальше нашей задачей было найти квартиру на ближайший месяц. И прямо рядом с нашим отелем стояла кондо. Ну, собственно, мы туда и отправились. В этом кондо у нас взяли номер, сказали, что нам перезвонит агент. Будем ждать. За оставшуюся половину дня мы объехали около 7-8 кондо и практически во всех получали отказ в той или иной форме. Водичка с лаймом. Вкусненькая. Где-то нам говорили, что все занято и освободится только через 2 месяца. Где-то нам называли ценник за студию в 30 000 бат. Но она небольшая, совсем. А некоторые квартиры нам показывали на фото, но жить в них как-то за очень даже небольшую сумму не хотелось. Setting while the oceans rise, distant thunder in an open sky. Let the rain, let the wave wash you over, instead of running away. Поняла, как это называется? Что? Это перенасыщение эмоциями. Ну да. Тебя перестает все удивлять просто потому, что ты каждый день удивляешься. Стояла, подумала, нет, надо взять себя в руки и начать смотреть опять на мир так, как будто он прекрасен, и меня все в нем устраивает и радует, потому что так и есть. Я начала себе представлять, и оказывается, так и есть. Вчера было так. Помнишь, какая кафешка была классная? Да. Мы место посетили. Это постоянно эмоции, и у меня уже ощущение, что типа они недостаточно крутые. Мне кажется, поэтому люди начинают прыгать с парашютов и заниматься всей вот этой штукой. Нам настолько часто отказывают, что мы уже перестали просто шлема снимать. Мы просто спускаемся, идем, спрашиваем, нам говорят, ничего нет, мы едем обратно. Итак, что же из себя представляет кондо в Таиланде? Это такая квартира в многоэтажном доме, где есть всякие плюшки и бонусы по типу бассейна, коворкинга, спортзала и разное наполнение в зависимости от кондо. Это все очень здорово, и цены здесь разнятся в зависимости от района и сезона. Высокий, невысокий, туристический, не туристический. Но есть еще один прикол, который заставляет всех очень сильно помучиться. 13 for 6 months, but 12 for 1 year. Это то, что здесь сдают жилье в основном на годовой контракт. И снять на меньшее количество времени проблематично. Обычно эта проблема заключается в том, что ты просто заплатишь больше денег. Допустим, квартира стоит 10 000 бат, если ты снимаешь ее на год. Она будет стоить 12, если ты ее снимешь на полгода. И где-то около 15, если тебе нужно на месяц или 3. How much? How long you will rent? 1 month, maybe 1 year. 17,000 per month. И, допустим, если эта квартира летом стоит 10 000 за годовой контракт, то зимой в туристический сезон она может быть все 30 000 бат за ту же самую квартиру. Take a little walk on the cloud. Them niggas right here, they was hating before, so I know that they hate when they hearing me now. You got me thinking you should save me before I dissipate, baby. My heart ain't never need love, but my shit be for you, baby. I know you're too high. How could I think you would care? I'm high too, so our love must be fair. You say me I'm feeling alone. Please tell me you care. I ain't feeling no love around me. Tell me you here. Но квартиру мы все же нашли, но, правда, немного дороже бюджета, на который мы рассчитывали. Да, и заселиться мы могли в нее только через 2 недели. Но после такого количества отказов, что мы получили до этого, мы просто были счастливы найти такой вариант. Безумно счастливы. Очень-очень счастливы. Как-то так выглядят 2 счастливых человека, которые
арендовали квартиру на Пхукете, в самом центре Пхукеттауна. Отличный район, куча местных едалин рядом. Бассейн, спортзал, 3-й этаж, 50 квадратных метров. Недешево, но очень хороший вариант. чем это предлагают на рынке. Да, очень хорошая цена. Мы, кстати, выяснили, что вот это вот манго, вот там видно один, и вот это все тоже манго. Будет целый сад. Если честно, мне прям стрёмно, потому что когда мы смотрели эту квартиру, там жила девушка, и там было очень много вещей ее. И то есть я не представляю, мы сейчас приедем, и вообще что там останется. Мы на протяжении 2 недель постоянно заглядывали в галерею и смотрели фотографии этой квартиры, и каждый раз находили что-то новое. Например, у нас там 2 кондиционера. По идее, нам должны поменять еще там диван. Диван был предыдущей жительницы, и она его забирает, причем он был такой огромный, прям пол-гостиной занимал. Нам, по идее, должны какой-то небольшой черный поставить. Посмотрим, насколько он будет удобный и вообще, как он будет там смотреться. Мы уже прям очень много думаем о том, как там все переставить и сделать так, чтобы нам удобно было. Обставление квартиры — это одно из самых любимых наших занятий. Поэтому это должно быть прикольно. Еще даже не представляю, сколько всего нужно будет купить, каких-то таких вещей, типа полотенец, тряпок, там, постельное белье или еще что-нибудь, не знаю, что всплывет. Я надеюсь, что диван будет хороший, хотя мы его не видели. Я надеюсь, что плиту, которую нам должны купить, тоже будет нормальная. Нам обещали поставить чайник, но мне кажется, это будет не чайник, а такая штука, которая просто постоянно наливает горячую воду, что неплохо, лишь бы что-нибудь добыло. Я очень надеюсь, что нам не придется покупать много всякой мелочевки по типу посуды и всего остального. Но я очень хочу нож. Мне нужен нож. Я хочу резать фрукт не пластиковым ножом. Так, из минусов переезда в квартиру. У нас перестанут убираться ежедневно. Блин. Это, конечно, обидно. А еще мы на 3-м этаже, и здесь, в отеле, на балконе ползают муравьи, хотя мы на 3-м этаже. Я очень надеюсь, что у нас в квартире не будет никаких насекомых. Ползают, посмотрите на него. На самом деле мы ее даже толком не успели посмотреть, потому что когда мы заходили, там была предыдущая жительница, то есть ты особо ничего не посмотришь, там, не знаю, диван не потрогаешь, кровать, матрас не полежишь, ящики не пооткрываешь, может там все вообще разваливается и душ засоряется. Кондиционер не работает, либо очень Или шумит. Но такие вещи, типа, которые познаются только когда ты долго живешь. Хотя бы там был. Да. Не, больше 5 минут. Просто, например, когда мы снимали свою первую квартиру еще в Москве, мы прям все досконально посмотрели. Нам еще хозяева прям все активно показывали. А тут как бы ты заходишь, и тут немножко так неловко что-либо там открывать, смотреть и так далее. Но готовимся к худшему, надеемся на лучшее. Да. Кстати, то, что нам вчера написали, нас очень сильно успокоило, потому что мы оплатили за 2 недели заранее квартиру, в которую не заехали, то есть мы получили по факту только бумажки и все, и типа вот, возможно, мы вас не кинем. Как-то так это выглядело, но нет, конечно, все было официально, все люди приличные. Короче, там девушка так забавлялась с нас, потому что мы немножечко такие дотошные, и прям вот, типа, мы прочитали весь договор, советую вам всегда это делать, в обязательном порядке, переводить и проверять. Мы снимали на видео, когда у нас брала она деньги, и она уже такая в какой-то момент: вот ваши деньги, их тут столько-то, я их беру. Типа, пожалуйста, девушки, успокойтесь, тут все нормально, вас не обманывают. Все, мы готовы. Погнали? Корзина, картонка и маленькая собачонка. Насчет такси. Короче, там сейчас было написано, что весь эконом занят. В какой-то момент появилось, что типа освободился эконом, и даже приложение писало: спрашиваем у водителя, у одного, готов у нас везти или нет. Если что, заказ такси в Таиланде может занимать до неопределенного количества времени, потому что в Бангкоке мы ждали полчаса как-то раз такси. Час, потому что все отменяли. Короче, они что делают?
Они соглашаются, после чего пишут тебе в личные сообщения. Я приеду через 20 минут. А ты смотришь на карте, а он прям очень близко к тебе и не двигается с места. То есть по ощущениям, как будто человек просто приехал домой покушать и такой, блин, я тебе через 20 минут отвезу, нормально будет? Но заказ висит, и он соглашается. И такой, типа, ну нет, ненормально, мне торопиться нужно, там аэропорт, все дела. Bolt нам не выдал ни одно такси. Но в InDrive мы только что смогли заказать за 125. И девушка сразу согласилась. Она спросила, где мы. Кстати, информация для тех, кто хочет более бюджетно доехать от аэропорта Пхукет до нужной ему точки. У нас получилось познакомиться еще в самолете с молодыми людьми и вместе с ними заказать InDrive. InDrive заказывается в аэропорт и стоит сильно дешевле, чем весь трансфер, который предлагается из аэропорта, но водители не могут заехать на территорию аэропорта, поэтому они всегда пишут сообщение и просят выйти за нее. Идти немало, если там чемоданы, маленькие дети и так далее, конечно, не сверхудобно. Мы, в принципе, абсолютно спокойно прошлись, вышли и сели в такси. Но когда мы спрашивали у таксистов, которые были на территории, куда нам выйти и куда пройти, они все говорили, что не надо никуда идти, оставайтесь тут, вот тут такси. Ну, короче, у них какой-то есть запрет на въезд на территорию аэропорта. Как сказал нам таксист, стоимость штрафа 2000 бат. Поэтому они туда не заезжают, но заказы принимают. Targeting me like a problem. Be your sovereign, what you want, I got. And in my hindsight, all of this becoming silly. If I made a milli, then my mommy made a milli. Clearly on my next step, took me 4 hours. Why you can be my guest. Hard to catch sunshine, waiting by my desk. Yeah. You want fun times, I need nothing less. I don't wanna wait too long, do I have to? Мы приехали к нашему кондо, и сейчас пойдем к той женщине, которая должна нас заселить. Мне очень страшно и волнительно, что будет в этой квартире. Да, мне тоже. Мне реально очень стрёмно. Молюсь просто, чтобы так все было нормально. I prepared a room for you. Wait, for me? Супер. Кажется, они сейчас заносят нам одеяло и подушки. Мне так показалось, но я очень на это надеюсь, потому что я не хочу их покупать. Кажется, они несли новые. А я сейчас забираю Киру, мы идем, садимся в лобби и ждем, пока квартиру нашу доделают. Я слышу, где-то пылесосят, и это явно походу у нас. Мне кажется, вот это окно наше. В этом кондо система пропусков по отпечатку пальца. Я очень хочу, чтобы нам тоже такое сделали. Кира тут инсайдерскую информацию мне предоставляет. Еще у нас здесь есть вот такой автомат. Я, если честно, первый раз такой вижу, ну, в плане именно от 7-Eleven. Просто чисто интересно, вот что почем тут. Например, здесь есть такая штучка специальная. Ты ее выпиваешь, короче, перед сном, и, по идее, ты должен быстро заснуть и хорошо спать. Ну что, здесь есть лапша всякая, еда быстрого приготовления, естественно, чипсы, всякие бутеры, сосиски, сладости, соки, энергетики, водичка. Ну, в принципе, здесь есть все, что нужно. Стоимость у нас получается, смотрите, за воду 12 бат за маленькую бутылочку. Обычно мы за 12 бат брали большую бутылку, 1,5-2 литра где-то она. Энергетик стоит, кстати, так же, сколько и в 7-Eleven обычном. Вот лапша стоит 22 бата, сладость 39, бургер 42, рис быстрого приготовления стоит 45, сосиски 39. В принципе, можно пользоваться. Кажется, наша квартира готова. Только что удалили предыдущих жильцов. Прикольно. Несут плиту и сковородку. Somehow realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the words on the street, that the fire in your heart is out. 16.
right? 16, yeah. Now? Yeah. Deposit 16. Yeah. Yeah. And 1 month? 1 month. Yeah. No. First month when you come, you deposit 16. Yeah. 16, and when you come, pay 16, and you stay. Yeah. Pay first and then stay, right? Yeah. I pay, Last time already 16 no, deposit. 16 Yeah, deposit deposit. and 16. Yeah, today. Today 16. No. Она не помнит, что мы оплатили полностью всю сумму и просила с нас сейчас 16 тысяч бат. Mistake, maybe mistake. Many customers. Okay. Окей? Okay. Окей, it's normal. See you. Тот факт, что мы настояли вот на этой бумажке, то, что мы такие дотошные, нас на самом деле очень сильно сейчас спасло, иначе бы мы сейчас просто не доказали, что мы оплатили депозит и оплатили первый месяц. Она как будто стала меньше без вещей. Это вообще нормально? Есть такое ощущение, что когда были вещи, она казалась больше размером? Да. Это очень неожиданно. Ну да ладно. Она все равно больше, чем многие квартиры, которые здесь сдаются. И у нас 2 комнаты, и это просто прекрасно. Задача. Сейчас нам нужно оценить проблему, понять, что нам нужно купить. Так, Я у нее спросила насчет постельного белья, она мне сказала 2500 бат. Почему? Потому что у них на матрасник и наволочки продается отдельно от пододеяльника. То есть за матрасы и наволочки она сказала примерно 700-1000 бат комплект стоит. Отдельно пододеяльник стоит минимум 1500. Если что, здесь она сказала, что все вещи были в химчистке, они только что все привезли, все чистое, прекрасное. Так, это одеяло уже в чем-то или что это? Нет, это просто одеяло. Просто одеяло. А где постельное, на нем нету, да? Нет, она продает все отдельно. Да, подушки не прям хорошие. Я очень сильно переживала, что матрас будет не очень хороший, потому что зачастую они либо слишком мягкие, либо слишком твердые. Так, давай, первые твои ощущения. Супер. Реально? Да, очень хороший матрас. Он кайфовый. Хороший матрас – это залог успеха. Ну, короче, дел по обстановке квартиры у нас еще очень много. Так, а мне интересно, тут ничего нету. То есть для хранения у нас один шкаф, правильно я понимаю? Диван нам оставили. Он, как мы и говорили, огромный. Главное его не испачкать, потому что его заберут через 2 месяца. Как мне объяснили, девушка, которая здесь жила, кажется, купила другую квартиру на этом же этаже, поэтому диван пока остается здесь, его заберут через 2 месяца. Ну, посмотрим. Там, короче, делается ремонт, поэтому пока он у нас. Ладно, пусть будет так. Мыслей много, как все здесь расположить. Мы еще будем думать, как это сделать прям максимально удобно, потому что мы прям сильно топим за комфорт. Так, за комфорт. Как диван? Комфортный? Ну, вообще, да. Смотри, вот это вообще как тебе подстаканники в диване. Это как у Чендлера и Джо, типа диван был, только тут еще должно быть откидываться. Кстати, он раздвигается или нет? Такой слон не раздвигался. Опа. Ну, какой-то удобный такой. Ну, вообще он дорогой очень. Тайник. Это тайник. Шикарно, просто шикарно. Просто потряс. Вся посуда такая, такие стаканы. Ух ты, как много. Что они с таким количеством таких бокалов делали? Куда их столько? Тут еще вот такие есть. Да, всякие. Кстати, их хрусталь очень напоминает наш. И вообще многие вещи напоминают немножечко наши. Ставить защиту. С розетками тут тоже прикол. Ну, вообще неплохо. Она стоит на ножках, у нее здесь есть поддув. Все, не должна перегреваться. Ну что, надо все здесь помыть. Они мыли, но тут осталась грязь. Да, мы, конечно, радовались, что они тут убрались, но по факту тут есть что помыть. И довольно много. Ни хрена там пыли. Офигеть. Они очень плохо убрались. Ну, типа, они все вынесли, вроде как все протерто,
Но все при этом грязно осталось. Ну слушай, все вынесли, однако вот такая банальная вещь, вот они как бы не убрали. Они помыли окна, ну как бы это хорошо, потому Спасибо. что... Да, спасибо. Меня интересует один очень важный вопрос. Сколько здесь розеток? Потому что мы постоянно все заряжаем, техника, компьютеры и так далее. Количество розеток очень важно. Смотрим. На кухне, значит. 1, 2, 4. В гостиной тоже 2. 7-я, эту не считаем. Свободных именно нужно. 8, 9, 10, 11, 15 розеток на всю квартиру. Итог. 17, там еще 2 около кровати. О, это хорошо, что с 2 сторон. И огромный плюс всего этого — это второй кондиционер. Короче, это просто потрясно, то, что здесь 2 кондиционера. И, кстати, я заметила, что, походу, во всех квартирах 2. Шумят не очень громко, это очень хорошо, потому что это довольно сильно напрягать может. Так, ну и самое главное, что я всегда проверяю, это наличие HDMI. Он тут есть, это прям замечательно, значит, мы к телеку можем подключить компьютер и смотреть сериалы. Здесь рябит свет. Ну, короче, нам торшер какой-нибудь поставить надо. Я сейчас зашла в чаты с объявлениями, подумала, мало ли кто лампы продает, люди отсюда уезжают, вещи распродают. Так вот, тут куча объявлений по сдаче квартир, и квартиры размерами меньше нашей, либо как вот наша, стоят в районе от 20 тысяч бат при годовом контракте, а некоторые пишут за квартиры реально такого же размера, как у нас, 40 тысяч бат, 50 тысяч бат, если на 1-3 месяца. Я считаю, что мы очень выгодно сняли. Появляются сейчас объявления. Я видела на Facebook маркете сегодня объявления по 10-12 тысяч бат. Но это исключительно годовой контракт, это студия очень маленького размера и без кухни, без всего остального. Ну, то есть, да, мы рассчитывали на меньшую стоимость аренды, но учитывая, что мы все-таки на Пхукете, учитывая, что все еще не закончился сезон, и учитывая размеры и качество этой квартиры, цена просто великолепная. И место расположения, конечно, мы находимся в самом центре, нам пешком до Пхукет-тауна. Мы обязательно покажем вам, как там прикольно. Короче, миссии X надо купить все, что нужно. Купить моющие средства, купить швабру и какие-то вещи, которые нам нужны прямо сейчас, но в первую очередь нам нужны вещи для уборки и постельное белье. При этом сильно не потратиться, потому что когда мы отсюда будем уезжать, все это будет либо продаваться, либо оставляться. А мы отсюда уезжать будем. Поэтому нам важно не захламиться, но при этом сделать так, чтобы нам эти 3 месяца здесь было максимально комфортно жить. А еще я Ане уже сказала, что первым делом мы должны купить сюда растения. Друзьяшки, родственники, которым я отдала все свои цветы, вы там хоть пишите, как они поживают. Мы раздали столько цветов, это надо было видеть, их было просто нереальное количество. 30, наверное, горшков. Да. А смотри, что там стоит, смотри. Вообще мы как будто в какой-то арабской стране такие, типа, из Аладдина. Есть одно потайное место, и мы сейчас в него пойдем. Я надеюсь, мы сейчас тут не застрянем. Я в предвкушении. Бог ты мой! Охренеть! Я в восторге. Я думала, конечно, будет город видно, город особо не видно, но мне нравится, как здесь уютно. Охренеть, море видно, реально. Я не задумалась. Блин, как круто! Я реально в восторге, что здесь есть такое место, потому что, блин, тут есть даже... Здесь есть вертолетная площадка. Тебе очень надо? Да. А вдруг я обзаведусь вертолетом, и мне нужно будет домой приземлиться? А что это там такое вдали, смотри? Какой-то остров. А прикинь, если это Пхи так видно? А еще вот тут у нас, смотрите, китайский храм. Ну, предположительно. Это у нас католическая церковь. Здесь у нас мечеть. Вон там еще виднеется буддийский храм. И это все на одном районе. О, слышите это?
Блин, вообще, если честно, я это просто обожаю. Она, кстати, когда мы с ней в Турции были, она каждый раз, когда начиналось место, такая, сейчас будет красиво. И в Египте то же самое каждый раз делала. Конечно. Короче, прям ей очень нравится, я согласна. Но это звучит очень красиво. Причем в разных религиях разная музыка. И мы были в буддийском храме, и это было очень красиво. И на самом деле у нас в церквях мне тоже очень нравится, как звучит. Ну, тут, короче, есть лавочка, можно посидеть. Как будто в GTA. Блин, реально, как будто в GTA. Да, вот оно, это место. Ну как? Видно? Когда ты долго находишься в путешествии, со временем все так сглаживается, и ты перестаешь там удивляться чему-то новому, потому что это становится для тебя совершенно не новым, а обычной повседневной будней жизнью. Вот мы едем по городу, и реально ощущение, как будто все то же самое, что и дома, просто выглядит по-другому, визуализация другая. И это прекрасное чувство, осознание того, что ты привыкаешь к местности, и как бы оно становится твоим домом. Короче, погнали дальше. Так, что же мы по итогу получили? Наша квартира стоит 16 тысяч бат в месяц. Это мы договорились с условием, что мы будем снимать 3 месяца. Изначально нам предлагали годовой контракт за 15, а 3 месяца за 18, но у нас получилось уговорить на 16 тысяч бат. Это не самая маленькая сумма, в принципе, в Таиланде можно снять дешевле, но мы были на самом краю туристического сезона, когда еще вариантов было очень мало, поэтому что было, то было, где-то нужно было жить. Квартира у нас 50 квадратных метров, чистая, красивая, все в порядке. Плиту нам принесли, всякие вещи дополнительные мы докупили. Единственный вопрос, что у нас будет с коммуналкой, потому что, насколько мы поняли, ценники и тарифы здесь не самые маленькие, и ребята, с которыми мы общались, когда заключали договор, сказали, что у них вышло 4000 бат. 4000 бат за электричество. Это очень много. Но у них кондиционер постоянно включен, а он очень много тратит электроэнергии. Да, но без него здесь практически невозможно жить. Короче, неизвестно, что нам придет, и какая-то будет сумма плюс к той, которую мы платим, но посмотрим. Just disappear. Tell me why you still fucking with me. I'll make sure I keep it up. Тишина на площадке. Итак,